прошлом видео мы начали рассматривать тему декораторов в TypeScript, поговорили о том, что это такое, где используются декораторы, и рассмотрели небольшой пример, демонстрирующий работу экспериментальных декораторов в TypeScript. В этом видео я предлагаю более детально рассмотреть структуру декораторов, применяемых к классу, к свойству класса, к методу класса и к параметрам метода. Разберем сигнатуры декораторов, то есть какие параметры приходят, что возвращает декоратор и как с этими параметрами работать. Итак, давай рассмотрим первый пример. Это у нас будет класс декоратор. Представим, что у нас есть некий класс example, у него есть поле name, у него есть конструктор и есть метод print. И к нему применяется класс декоратор. Класс декоратор выглядит следующим образом. У него один параметр — это target, который определенного типа. И этот тип, он описан вот здесь вот. Фактически это описание является описанием структуры класса. То есть фактически а, вот такой вот структуры. То есть это некая структура, которую можно вызвать через оператор new и передать аргументы. Фактически это и есть класс. То есть у нас здесь в таргет лежит буквально структура класса. То есть это не объект, не экземпляр класса, а именно сам класс. И у класса есть ряд полей, таких как name, количество аргументов конструктора, у него есть прототип, и у него можно вызвать метод toString. И давайте выполним эту часть кода, запустим. У нас будет name — это example, то есть название нашего класса. Вот оно. Дальше у нас количество параметров конструктора 1, потому что у нас name здесь. Прототип у нас будет пустой. И когда мы вызвали метод toString, он нам вывел всю структуру нашего класса. Дальше при необходимости декоратор может возвращать новый класс. И в данном примере он это и делает. То есть мы здесь возвращаем новый класс, который экстендит предыдущий класс, то есть наш target, наш example. И у него здесь дополнительно идет реализация. Мы добавляем еще одно поле created@, и также мы переопределяем метод. Этого делать на самом деле не стоит, но просто для примера мы это сделаем. В итоге в результате у нас получится новый класс, который extended example, у него появляется еще одно дополнительное поле created@, и переопределенный метод print. То есть отработает именно вот эта логика, а не вот это. Дальше мы создаем экземпляр класса, вызываем у него метод print. Также хочу обратить внимание, что если мы попытаемся у него обратиться к полю created@, то у нас компилятор будет ругаться, потому что TypeScript ничего не знает об этом поле, у example его нету. И также выведем ключи и убедимся, что несмотря на то, что TypeScript не знает об этом поле, оно среди ключей будет. Итак, запускаем наш код. И что мы видим? У нас отработала вот эта логика, то есть метод print был переопределен, и у нас вывела на консоль то, что мы прописали здесь. И также у нас на консоль вывела два ключа. Вот здесь вот. Это name и created@. Несмотря на то, что если я раскомментирую этот код, TypeScript ругается и говорит, что такого поля нету. Еще один важный момент заключается в том, что даже если мы не создаем экземпляр класса,
у нас все равно отработает как минимум вот эта логика. То есть, вот эта логика, она отрабатывает в момент, когда создается класс, а не когда создается объект класса. И давайте посмотрим, что произойдет. У нас все равно на консоль вывелась вот эта часть, потому что, декоратор срабатывает именно в момент, когда создается класс, то есть фактически, когда стартует программа. Теперь давай рассмотрим property декоратор. У нас есть в классе example поле name. Мы на него навешиваем property декоратор. Он принимает 2 параметра. Это target и property key. Но в данном случае target это будет уже не класс, а прототип класса. А property key это будет, собственно, вот этот ключ name. И опять же, даже если мы не создаем инстанс класса, у нас декоратор все равно отработает, и у нас будет выведена вот эта информация на консоль. Давай запустим, посмотрим. Ну, собственно, мы видим, что у нас target пустой, это прототип. У нас property key это вот этот name. И у нас есть еще target конструктор, это, собственно, сам класс example. Теперь давай рассмотрим метод декоратор. Вот он таким образом применяется к методу. У него будет приходить 3 параметра. Это target, опять же, это прототип, property key, это ключ, то есть название метода. И у него еще будет третий параметр, это descriptor. В descriptor нам самое главное это value. В value у нас лежит исходный метод, который мы можем переопределить. Ну и в данном случае так и происходит. Мы в descriptor value кладем новую функцию, которая тоже принимает аргументы, и вызывается метод apply. В предыдущем видео мы уже говорили о том, что параметр this– это контекст класса, и он на самом деле нужен только на случай, если внутри метода, собственно, происходит использование этого контекста. А вторым параметром мы передаем аргументы. То есть фактически мы переопределяем метод. Ну, также в этом декораторе помимо переопределения еще выводится эта информация про descriptor, про property key. И здесь в конце можно еще возвращать descriptor. Это на случай, если мы не переопределяем текущий, а создаем новый с нуля. То есть descriptor это у нас ссылка на объект, и мы меняем поля этого объекта. Но если бы мы создали новый descriptor, нам бы пришлось его здесь вернуть. И давай запустим код и посмотрим, как это отработает. Ну вот, собственно, информация. Property key это у нас название метода. Descriptor, у него есть value, это наш метод, который мы переопределяем. И еще мы залогировали, что вызываем метод с такими-то аргументами. Вот. И если бы мы не создавали инстанс этого класса, то у нас бы все равно вывело бы на консоль информацию о методе и информацию о дескрипторе. И последний вид декоратора– это параметр декоратор. У нас есть в методе два параметра а и b, и мы к ним вот таким вот образом применяем параметр декоратор. У него есть target, это опять же прототип класса, property key, это название метода. И третий параметр это индекс параметра. То есть для А у нас будет нулевой индекс, для Б будет первый индекс. И опять же, если даже мы не создаем инстанс класса, не вызываем метод, а просто запустим этот код, у нас все равно выведется на консоль вот эта информация, потому что все декораторы срабатывают, когда билдится класс. Давайте запустим код. Ну и мы видим, что у нас метод sum, параметр индекс 1 и параметр индекс 0. То есть таким вот образом работают экспериментальные декораторы в TypeScript.